Этот человек не двигается. Совсем. Он стоит на одном и том же клочке земли и поклялся не сходить с него. Ни на день, ни на неделю, на годы. Мимо проходят люди, всходит и садится солнце, приходят дожди и уходят, меняются времена года, а он все стоит. Проходят недели, потом месяцы. Еду ему приносят другие, иначе не выжил бы. Попробуйте хотя бы постоять на месте час, не переминаясь. А он так живет годами. Но для тех, кто идет мимо, это не сумасшедший. Это человек, занятый самым важным делом, какое вообще бывает. И он такой не один. Рядом другой отшельник держит поднятую руку. Держит так долго, что она уже не опускается. Иным из них случалось годами не произносить ни слова. Иные ели, спали и молились только стоя, ни разу не присев. Со стороны это чудачество на грани. На деле совершенно серьезный, уважаемый путь. Просто другая логика жизни, к которой тут все привыкли. А стоит он у реки. Это Ганг, самая священная река Индии. 1000 километров от Гималаев до Бенгальского залива. По ее берегам разбросаны пристани, рынки, места молений. И некоторые из них были особенными уже 2500 лет назад. Именно к такому месту мы сейчас и подходим. Добро пожаловать в Древнюю Индию. 5 век до нашей эры. Одно из таких мест называется Каши. Сегодня его знают как Варанаси, один из старейших живущих городов на Земле. Само имя Варанаси, кстати, сложилось из названий 2 речек, что обнимают город с 2 сторон – Варуна и Аси. А имя Каши означает примерно «сияющий», «светящийся город», и этому названию уже добрых 3000 лет. И тут есть особенность, которую сразу замечаешь, если знаешь, куда смотреть. Ганг почти на всем своем пути идет вниз, к морю, на юг и восток. А здесь вдруг разворачивается и идет на север, обратно к горам, из которых вытек, будто передумал. Мы знаем, что это просто изгиб русла. Но представьте, как это выглядело тогда. Река поворачивает вспять. После такого не мудрено решить, что место особенное. Не мудрено и не ошибиться. Но давайте не будем стоять на месте, как наш отшельник, и пройдем немного вдоль воды. Далеко ходить не придется, чтобы понять, что это за место. Прямо здесь, на одном и том же берегу, в одно и то же утро сходились сразу 3 религиозных мира. И каждый считал это место своим. Ведические жрецы вели у воды обряды, которым уже тогда было под 1000 лет. И эту обязанность передавали от отца к сыну поколениями. Рядом начиналась буддийская история. В Сарнатхе, в 5 километрах отсюда, традиция помещает первую проповедь Будды. Позже там вырастет один из главных буддийских центров, а тогда по берегу уже ходили монахи с чашами для подаяния. А чуть в стороне сидел джайн, и прежде чем глотнуть воды, процеживал ее сквозь тряпицу, чтобы не проглотить ненароком живое существо, которого даже не видно. Землю перед собой он подметал по той же причине. Где угодно еще на такого показали бы пальцем. А здесь нет. Для джайнов Каша был родиной сразу нескольких их великих учителей. Они тут дома. И через всю эту пеструю компанию невозмутимо ходил торговец цветами, продавая гирлянды всем подряд. Жрецу, монаху, джайну, не особо разбираясь, кто из них кто. Идем дальше, и берег подсказывает еще одну странность этого города. Тут и там сидят кучки людей вокруг одного человека. Он произносит слова, а они повторяют за ним хором. Это не молитва. Каши был городом, куда шли за знанием. Только знания тут не хранили на папирусе, хранили в головах. Учитель давал строку, ученики повторяли снова и снова, пока текст не ложился в память намертво. Так передавали тексты, которым уже тогда было 1000 лет. Ни один не был записан, только живые люди. Одна оборванная цепочка, и текст исчез бы навсегда. Но цепочка не рвалась веками. Сюда шли и за спором. Ученые-мужи съезжались в Каши, чтобы прилюдно сходиться в диспутах о природе мира, о душе, о правильной жизни. Проиграл спор, потерял учеников и репутацию.
Это был город, где знанием не только делились, но и состязались им, как воины оружием. А чуть дальше по берегу весь этот сосредоточенный мир обрядов и ученых бесед внезапно обрывается. Начинается совсем другой мир, и начинается он рано. Торговый день на реке стартовал еще до того, как расходились молящиеся. Лодки приходили ночью, чтобы успеть разгрузиться к утру, и к рассвету у берега уже было тесно. Ганг в те времена был не просто рекой. Он был главной дорогой Северной Индии, и у берега Каши все утро кипел рынок прямо на воде. Лодки подходили одна за другой, вставали борт к борту, и товар переходил из рук в руки, порой не касаясь земли вообще. Большие грузовые плоскодонки, неповоротливые, разгружали прямо в реке. Вереница людей стояла по грудь в воде и передавала тюки на берег час за часом. К полудню у них уже дрожали руки, а прибрежная глина под ногами превращалась в жидкое месиво, истоптанное сотнями ног. Стоишь посреди всего этого и невольно думаешь, откуда столько всего разом? А дело в том, что Каши стоял на пересечении реки и двух величайших сухопутных дорог Древней Индии. Одна тянулась через весь север, от земель нынешнего Афганистана до дельты Ганга. Вторая уходила на юг, в Декан. Это были крупнейшие пути своего мира, нечто вроде древних магистралей длиной в 1000 километров. И сходились они прямо здесь. Через Каши текло все подряд. Вот причаливает лодка с севера, и с нее сводят коней, тех самых, которых в буддийских историях зовут быстрыми как ветер. Их вели сюда аж от самого Инда, и хозяин уже машет руками, торгуясь с покупателем на берегу. Соседняя осела под тюками шерсти, самоцветов, синего лазурита. С востока идет рис и специи. Из Декана поднимают товар вверх по реке. А навстречу всему этому из Каши уходит ткань. На запад, на восток, в дальние страны, где за нее платят серебром и золотом. В этой толчее не знаешь, куда смотреть раньше. Заклинатели змей. Тут они были обычной частью уличной жизни, а не диковинкой для приезжих. Погонщики слонов. Слон в той Индии был разом рабочей силой, боевой машиной и знаком власти, так что умелый погонщик ценился на вес золота. Мастера по латуни, чью посуду знали далеко за городом. Менялы, разбиравшиеся в монетах десятка царств сразу. Единых денег на всю Индию не было, и без такого человека на большом рынке было не обойтись. А тех же торговцев конями, которых с севера я уже поминала, здесь встречали как людей богатых и заметных. Хорошие боевые кони в индийском климате почти не разводились. Каждую лошадь вели за 1000 километров, доходило не всякое. Оттого и стоили они целое состояние. И чем внимательнее смотришь, тем яснее. У каждого ремесла тут свое место. У резчиков по кости, например, был собственный рынок, целый ряд, где торговали только костью. Рядом раскладывали стеклянные браслеты, латунную посуду, деревянные игрушки. Тут же, у воды, тянуло сыростью и мокрой тканью. Полотна полоскали в реке и развешивали сохнуть прямо на берегу. Про здешние краски писали, что они сияют красным, желтым, синим, а рецепты красильщики держали в секрете и передавали только внутри семьи. Обычный, живой, узнаваемый рынок. Только боги вокруг другие. За всей этой пестротой, если приглядеться, пряталась строгая система. Ремесленники в Каше объединялись в цеха, и у этих цехов были свои права, которые государство признавало и защищало. Не из доброты, так проще собирать налоги. И система была тонкой. Мастера, работавшие прямо на казну, вроде корабелов и оружейников, налогов не платили вовсе, потому что и так трудились на государство. А вот ткачи, прядильщики, рудокопы платили. Все было учтено, у всего своя строка ведомости. Плетельщики гирлянд, ткачи, красильщики, лодочники. Государство видело этот берег как огромную машину, где у каждой детали своя функция и своя ставка. Мимо как раз проносят сверток здешней ткани, и на нем стоит задержаться.
Про эту ткань в древних текстах рассказывают вещи, в которые трудно поверить. Тонкий хлопок и шелк отсюда ценили по всей Азии. И была эта ткань, если верить записям, настолько тонкой, что не впитывала масло, капля просто скатывалась. Поношенную одежду тут не выбрасывали, в нее заворачивали драгоценности и убирали в шкатулки с благовониями. Даже сносившаяся вещь из этого города считалась слишком хорошей, чтобы ее выбросить. И тут, приглядевшись к этой суете, замечаешь у самой воды фигуру, которая совсем не вяжется со святым местом. На таком потоке кормилась ведь не только сотня частных карманов, кормилась и казна. Тут надо на секунду выйти из нашего «Утра на берегу». Немного позже, уже ближе к рубежу эр, индийская государственная мысль оставит трактат под названием «Артха-шастра». Это, если грубо, служебная инструкция. Как собирать налоги, как ловить воров, сколько брать за переправу через реку. Она описывает не конкретно наше утро в каше, но ту самую логику, по которой такие места жили. И расписано там все до мелочей. За тюк хлопка – одна ставка, за железо – другая, за голову скота – отдельно. Некоторых пропускают бесплатно. Солдат на службе, отрекшихся от мира аскетов – все в одном списке, вплотную к цене на хлопок. И выходит, что у самой священной воды спокойно сидел учетчик и вел казенную бухгалтерию. Кто, что, куда везет и сколько с этого причитается казне. Прескурант у святой реки. И был он такой не один. Государство обложило берег целой сетью надзирателей. У каждого своя узкая задача. Один отвечал за лодки и переправу, другой устанавливал цены на товары. Да, цены назначались сверху. Третий следил за рынком и ловил тех, кто жульничает с товаром. Четвертый проверял весы и гири. Обвес карался, и за этим специально смотрели. Были даже правила против того, чтобы торговцы сговаривались и вздували цены. Нечто вроде защиты прав покупателя за 2500 лет до того, как ее придумали заново. Отдельные люди, отдельные должности. И все это работало у той же воды, где на рассвете поднимали ладони к солнцу. Кстати, налог умудрялись брать даже с бродячих актеров. Тут не пропускали вообще ничего. По нашей логике, тут одно из двух должно быть лишним. Либо это святое место, и тогда откуда пошлины? Либо торговый порт, и тогда при чем тут святость? Одно вроде бы должно мешать другому. А оно не мешало, и это я поначалу не понимала совсем. Но оставим на минуту чиновника и пройдем еще дальше, туда, где берег попроще. Целый район города так и назывался – Рыбачья Слобода. Люди ловили тут рыбу поколениями. Отец передавал сети сыну, а вместе с ними и знания реки. Где мель, где яма, где течение меняется, куда рыба идет по утрам. И ловили в той же воде, где в 20 шагах человек совершал священное омовение. Между ними ничего. Ни забора, ни границы, ни косого взгляда. Одному вода – божество, другому – работа и обет. И оба правы. По крайней мере, в тех источниках, до которых мы можем дотянуться, это соседство не выглядит проблемой. Ни жалобы, ни запрета, ни попытки объяснить, почему так можно. Похоже, объяснять было нечего. Святость реки и работа на реке просто жили рядом. В той же Артха-шастре рыбакам прописан свой налог с улова, смотря что поймал. Никого не волновало, прилично ли ловить рыбу в священной реке. Волновало одно – сколько поймал и где доля казны. А рядом, буквально в нескольких шагах выше по берегу, каждое утро вырастали горы свежих цветов. Жасмин, бархатцы, лотосы. Их надо было вырастить, срезать до рассвета, доставить, сплести в гирлянды, пока не завяли. За этим стоял целый невидимый труд десятков людей. И все ради того, что паломник купит гирлянду, опустит ее в воду и уйдет. Цветок живет несколько часов, а спрос на него каждый день, каждое утро, из года в год. Ну то есть работа была бесконечная и всегда с нуля. А ведь паломнику без цветов и лампадки обряд не совершить. Значит, надо их вырастить, срезать, принести и продать. Торговец цветами не примазался к святыне.
Без него обряд просто не состоится. Он часть этой системы. Лодочнику, который везет паломника, нужен паломник. Паломнику нужен лодочник. Государству нужны оба. С каждого капает пошлина. Одно тянет другое, как шестеренки в одном механизме. Вынь любую, встанет все. Вокруг святыни выросла целая экономика. Цветы, масло, лодки, ночлег для пришедших издалека. И без нее само паломничество просто не работало бы. Мне вообще интереснее не легенды, а как вся эта махина работала в буднях. Если вам тоже, подпишитесь. На канале такого хватает. А стоит присмотреться к человеку, который за день видел на этой реке вообще всех. Лодочник. Его работа была под государственным присмотром. Лодку регистрировали, цену за перевоз назначали сверху. Взял с пассажира больше – нарушил закон. Взял меньше – тоже нарушил. Вот что смешно. И этот человек за день перевозил кого угодно. Утром это паломник с гирляндой, днем тюк железа. Под вечер аскет, которого он везет бесплатно, потому что так велит закон. Одни весла, одна лодка, просто пассажиры разные. Сами лодки, к слову, строило во многом государство. Это была отчасти казенная монополия, а потом лодки сдавали в работу. Даже дерево, из которого их делали, выбирали с толком. Разные породы шли на разные суда. И река эта помнит совсем не только благочестивые истории. В одной старой буддийской притче целая деревня плотников из Бенареса, задолжавших и не сумевших расплатиться, тайком построила огромный корабль и попросту сбежала на нем вниз по Гангу, к морю, подальше от долгов. Вот вон древняя Индия без глянца. Люди на этой священной реке и молились, и торговали, и удирали от кредиторов, все сразу. Расскажу, что я поняла, когда стала копать источники. Я честно перерыла, что могла. Буддийские истории, тексты жрецов, остатки казенных бумаг. Искала хоть строчку, где хоть один человек морщится от этого соседства, торговли и святыни. В том, что дошло до нас, такого не попалось. Ни жалобы, ни спора, ни неловкой оговорки. Меня это, признаться, сбило с толку. Мы бы на их месте давно исписали свитки рассуждениями о том, прилично ли брать деньги у святой воды. А они молчат, потому что для них тут не было темы для разговора. Тот список пошлин, где ставка на хлопок стоит вплотную к льготе для отшельника, это ведь просто снимок их головы. Для нас 2 строчки из разных вселенных. Для них 1 страница. Один и тот же ровный почерк писца. Помните того неподвижного человека в самом начале? Вот почему именно его переправляли даром и вовсе не из благоговения перед святостью, а потому, что с него просто нечего взять. Он ничего не везет, товара нет, значит и пошлины нет. Холодная бухгалтерия. Отрекся от мира, выпал из налоговой базы. Логично до жути. И тут в той же Артха-шастре мне попалась деталь, от которой я, честно, застряла на минуту. Трактат прямым текстом советует использовать бродячих отшельников как осведомителей. Они ходят повсюду, все видят, никто их не опасается. Идеальный информатор в лохмотьях. Человек, отрекшийся от мира ради истины, а рядом же холодный расчет, как приспособить его для слежки. И то, и другое спокойно уместилось на одной странице, без тени неловкости. Больше того, трактат советует переодевать шпионов монахами и прорицателями, потому что к святому человеку люди сами идут и все ему выкладывают. Святость была не только верой, она была еще и удобным прикрытием. И в правительстве это прекрасно понимали. Дальше вниз по течению людный торговый берег понемногу остается за спиной. Толпа редеет, лодок все меньше. Впереди участок, куда торговые суда уже не заходят вовсе. Причаливают сюда только маленькие лодки, без груза, с людьми в белом. Это берег прощания. Здесь провожают ушедших. И мы не будем задерживаться на подробностях. Скажу лишь, что позже вокруг этого места родится одна из самых стойких городских легенд. Будто огонь здесь горит непрерывно, и никто уже не помнит, когда его зажгли. Историк на это пожмет плечами. Проверить такое нельзя, и для древности это скорее предание, чем факт.
но образ красивый и живучий, и в него до сих пор верят. Будто маленькие огоньки, что паломники пускают по воде, все от одного и того же пламени. Сюда же везли дорогое сандаловое дерево, то самое, за которое на причалах берут пошлину, как за любой другой товар. Один и тот же груз, и строчка в казенной ведомости, и часть того, что происходило на этом тихом берегу. Купцы это место знали и держались чуть в стороне, уступая дорогу маленьким лодкам без груза. На санскрите есть слово «тиртха». Буквально это брод, место, где переходят воду. Но смысл всегда был двойной. Один простой – тут мелко, тут переправа. А второй гораздо больше, чем река. Каши называли Великой переправой и шли сюда со всей страны именно за вторым смыслом. Для человека той эпохи между перейти реку и перейти дальше не было пропасти. Это укладывалось в одну картину так естественно, что никто и не думал объяснять. И пешком со всей страны — это не метафора. Некоторые добирались из дальних южных царств полгода. Сам путь считался частью дела. И когда человек наконец добирался до воды, рядом стоял торговец с цветами и лодочник, торгующийся с купцом. Дойдя, человек первым делом искал, где остановиться. В городе держали дворы специально для пришедших издалека. Потом покупал цветы, масло для лампадки, иногда нанимал знающего человека, чтобы тот правильно провел обряд. Все это стоило денег, и все это спокойно продавалось и покупалось в 2 шагах от того самого места, ради которого он проделал весь этот путь. Около 300 года до нашей эры при дворе индийских царей несколько лет прожил греческий посол Мегасфен и написал об Индии целую книгу под названием «Индика». До нас она дошла только кусками, в пересказах других античных авторов. Он писал не про Каши напрямую, но по этим обрывкам видно, что зацепило чужака сильнее всего. И это была не святость. Его поражает устройство. Страна рек и городов, чиновники, учет, жесткий социальный порядок. Общество, поделенное на группы вроде философов, земледельцев, ремесленников, воинов, надзирателей, между которыми не перейти. Грек смотрел свежим взглядом и видел то, что местные принимали как воздух. Индия была для него не только страной святынь, но и страной очень сложной, дотошной организации. И река в этой картине была прежде всего рабочей артерией, хоть одновременно и всем остальным тоже. Вот мы и прошли этот берег из конца в конец. Остановитесь на минуту и попробуйте увидеть его весь разом, одним взглядом, в одно обычное утро. Человек, отдавший полжизни дороги сюда, входит в воду ради самого важного мгновения своей жизни. В 20 шагах рыбак выбирает сеть. Чуть дальше, по грудь в реке, стоят грузчики и передают тюки на берег. Сидит неподвижный отшельник, а по воде плывут зажженные огоньки. И над всем этим учетчик, вписывающий в ведомость очередную лодку. Никто из них не оглядывается на соседа с удивлением и не терпит его через силу. Просто никто не видит тут ничего особенного. Обычное утро у воды. Стену между храмом и рынком мы держим в голове как нечто само собой разумеющееся, а они ее просто не выстроили. И, кажется, ничуть от этого не мучились. К вечеру берег стихает. По темной воде плывут огоньки. Их теперь видно куда лучше, чем днем. Десятки, сотни маленьких огней уходят вниз по реке, за поворот. Учетчик давно ушел домой. И еще одно, чтобы почувствовать возраст этого места. Когда о Каше писали первые греки, город уже был древним. Стариком он был уже во времена Будды. Рим тогда еще толком не начался, а тут по этому берегу уже носили ткань на продажу и опускали в воду гирлянды. Конечно, тот берег и сегодняшний – это не одно и то же. Сверху легли века и века, средневековые, поздние, колониальные, наши. Варанаси 100 раз перестроили. И все равно многое тянется сквозь все эти слои неразрывно. Придите сюда сегодня и увидите людей, входящих в воду на рассвете. Цветы у кромки, огоньки на течении, лодочника, торгующегося о цене. Дерево стало камнем, сменились одежда, лица, языки, а сам жест остался тем же.
К той же воде идут те же люди, что и 2500 лет назад. Кто с гирляндой, кто с сетью, кто с казенной ведомостью. У города и прозвище есть под стать – «Никогда не покинутый». Считалось, что жители не оставляли его ни разу за всю историю, что бы вокруг ни творилось. Царства рушились, а берег стоял. И река здесь все так же разворачивается и идет на север, против всех рек на свете. А по ней, мимо цветов, сетей и казенных ведомостей, плывут вниз по течению маленькие огни, как плыли и тогда.